Эвелин собиралась ложиться спать, когда неожиданно услышала звонок в дверь. Она никого не ждала, особенно так поздно ночью. Она лихорадочно соображала, кто бы мог быть у ее двери в такой поздний час. Нахмурив брови и слегка поколебавшись, она накинула халат и направилась к входной двери, борясь в себе с любопытством и беспокойством. Удивленная и несколько встревоженная, Эвелин пошла открывать дверь. Она почувствовала, как ее сердце забилось немного быстрее, когда она приблизилась. С одной стороны, это могло быть что-то банальное, например, сосед, нуждающийся в помощи, с другой стороны, визит мог означать неприятности. Она глубоко вздохнула, повернула замок и открыла дверь, надеясь, что найдет разумное объяснение этому ночному вторжению. Там стояла явно беременная девочка-подросток, выглядевшая испуганной и неуверенной. Глаза девочки были широко раскрыты, и она, казалось, слегка дрожала от вечерней прохлады. Сцена была настолько неожиданной, что Эвелин потребовалось некоторое время, чтобы осознать ее. Она быстро огляделась, проверяя, нет ли кого-нибудь поблизости. Девушка стояла одна, ее состояние и уязвимость были очевидны, и сердце Эвелин сжалось от сочувствия к ней. «Кто вы?» Эвелин спросила девушку, кто она такая и почему она здесь. Она старалась говорить мягко, стараясь не напугать девушку еще больше. В голосе Эвелин слышалась настойчивость, смешанная с искренним беспокойством. Девушка колебалась, ее взгляд метался по сторонам, словно в поисках выхода. Эвелин терпеливо ждала, чувствуя, что то, что привело эту девушку к ее двери, было значительным и, возможно, тревожным. Девушка по имени Эми нервно объяснила, что ей нужна помощь. Ее голос дрогнул, когда она представилась, и Эвелин увидела страх и неуверенность в ее глазах. Эми обхватила руками свой округлившийся живот, словно защищаясь. Эвелин внимательно слушала, и с каждым словом ее беспокойство росло. Она могла бы сказать, что Эми оказалась в безвыходном положении и что отказ от нее не был тем вариантом, который она могла бы рассмотреть. Эми упомянула, что ей больше некуда было идти, и она оказалась в ужасной ситуации. Она рассказала Эвелин, что какое-то время была предоставлена самой себе, пытаясь найти безопасное место. Тот факт, что она оказалась на пороге дома Эвелин, свидетельствовал о том, что она действительно была в отчаянии. Эвелин почувствовала прилив сочувствия к молодой девушке и молча поклялась помочь ей, чего бы это ни стоило. Она не могла оставить ее в беде. «Заходи, Эвелин», заметив, что девочка расстроена, пригласила ее войти. Тепло и свет дома, казалось, давали ей немедленное, хотя и временное убежище. Эми колебалась всего мгновение, прежде чем переступить порог. Эвелин осторожно закрыла за собой дверь и заперла ее на замок. Она провела Эми в гостиную, где они могли сесть и поговорить в более комфортных условиях. Эвелин надеялась разобраться в затруднительном положении Эми. Когда они сели, Эвелин предложила Эми что-нибудь выпить и постаралась, чтобы она чувствовала себя комфортно. Она принесла стакан воды и одеяло, которое накинула Эми на плечи. Девушка, казалось, немного расслабилась. Тепло и гостеприимство помогли ей успокоиться. Эвелин села напротив Эми, стараясь держаться спокойно и располагающе, надеясь, что это побудит девушку открыться и поделиться своей историей. Эми поколебалась, прежде чем поделиться поразительной историей о своей жизни. Она опустила взгляд на свои руки, нервно теребя край одеяла. Когда она, наконец, заговорила, слова лились из нее потоком, как будто она слишком долго их сдерживала. Эвелин хранила молчание. Выражение ее лица выражало тихую поддержку, давая Эми возможность рассказать, что привело ее к порогу дома Эвелин. Она рассказала, что была связана с Эвелин через ее брата. Это откровение застало Эвелин врасплох, связав тяжелое положение девочки с прошлым,
которое она давно оставила позади. Эми объяснила, что ее отец, брат Эвелин, пережил много трудностей и скончался несколько лет назад. Упоминание о ее брате вызвало у Эвелин поток воспоминаний, и она поняла, что эта молодая девушка действительно была членом ее семьи. Эми рассказала о трудностях своего отца и его печальной кончине много лет назад. Она рассказала о том, как он боролся с различными демонами, от финансовой нестабильности до проблем со здоровьем, которые в конечном итоге сказались на его самочувствии. Голос Эми дрожал, когда она рассказывала о последних днях жизни своего отца и о чувстве утраты, которое охватило ее с тех пор. Эвелин слушала с тяжелым сердцем, понимая всю важность слов Эми и переваривая неожиданное откровение о своем брате. Она потеряла с ним связь много лет назад, и известие о его трудностях и уходе из жизни Эми наполнило ее печалью и сожалением. Каждая деталь, которой поделилась Эми, рисовала картину жизни, полной трудностей, о которой Эвелин хотела бы узнать раньше. Она осознала, как мало знает о недавней истории своей семьи. Она осознала всю серьезность ситуации, в которой оказалась Эми, и почувствовала сильное желание помочь. История молодой девушки глубоко тронула Эвелин, пробудив в ней чувство ответственности, которого она давно не испытывала. Эвелин не могла игнорировать тот факт, что беременная и одинокая Эми отчаянно нуждалась в поддержке. Она знала, что должна сделать что-то реальное, чтобы помочь своей племяннице. Семейные узы подталкивали ее к действиям, которые она не могла игнорировать. Эвелин предложила Эми остаться на ночь, а утром они во всем разберутся. Она не хотела, чтобы Эми провела еще одну ночь в неизвестности и опасности. Дом Эвелин, по крайней мере, мог обеспечить безопасность и некоторый комфорт. Поскольку Эми колебалась, Эвелин успокоила ее, дав понять, что она будет желанным гостем столько, сколько потребуется. Это был маленький шаг, но он был наполнен неподдельной заботой. Всю ночь Эвелин терзали мысли о семье, которую она никогда не знала. Она ворочалась сбоку на бок, ее мысли были наполнены воспоминаниями о брате и беспокойством о будущем Эми. Каждое тиканье часов отражало тревогу, которую она испытывала. Эвелин размышляла о том, как лучше всего помочь Эми, зная, что любое решение, которое она примет, существенно повлияет не только на жизнь Эми, но и на жизнь ее будущего ребенка. Утром Эвелин и Эми позавтракали и продолжили беседу. Теплый солнечный свет, струившийся через кухонное окно, казалось, вселял надежду. За кофе и яичницей-болтуньей они еще поговорили о прошлом Эми и ее планах на будущее. Утреннее спокойствие резко контрастировало с напряженностью предыдущей ночи, создавая атмосферу, в которой можно было принимать важные решения вдумчиво и обдуманно. Эми рассказала о своей жизни, в том числе о беременности и борьбе с одиночеством. Она рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, начиная с поиска работы и заканчивая поиском безопасного места для проживания. Отсутствие поддержки со стороны семьи все усложняло. Эвелин слушала, и ее сочувствие росло с каждым словом. История Эми свидетельствовала о стойкости, но было ясно, что ей нужна помощь. Эвелин начала понимать, что ее собственное будущее тесно связано с будущим Эми. Эвелин почувствовала неожиданную связь с Эми и ее нерожденным ребенком. Пока они продолжали разговаривать, она поняла, как сильно хочет быть частью их жизни. В их отношениях было что-то глубокое, что заполняло пустоту, которую Эвелин так долго ощущала. Она видела в Эми силу и целеустремленность, которыми когда-то обладал ее брат, и хотела развивать их всеми возможными способами. Немного подумав, Эвелин решила, что хочет быть рядом с Эми. Чем больше она размышляла над ситуацией, тем больше понимала, что помогать Эми — это не просто обязанность,
а желание. Она хотела создать стабильную обстановку для Эми и ее будущего ребенка, стать той семьей, которой так не хватало Эми. Эвелин решила поддержать Эми не только на 1-2 ночи, но и настолько, насколько потребуется. Она предложила Эми приют и поддержку на протяжении всей беременности. Эвелин хотела, чтобы Эми знала, что она больше не одинока, что у нее есть семья, на которую можно положиться. Глаза Эми наполнились слезами облегчения и благодарности. Это был трогательный момент, ознаменовавший начало новой главы для обеих женщин. Эвелин испытывала глубокое удовлетворение и с нетерпением ждала предстоящего путешествия, зная, что они встретят его вместе. Эми была переполнена благодарностью и приняла предложение Эвелин, слезы наполнили ее глаза, когда тяжелое бремя неуверенности немного отпустило. Эвелин отвела Эми в комнату для гостей, дав понять, что она будет жить там столько, сколько потребуется. Когда Эми устроилась, Эвелин не могла не испытывать смешанного чувства тревоги и надежды. Они обе знали, что это начало чего-то нового, чего никто из них не ожидал. В течение следующих нескольких недель они приспособились к совместной жизни и наладили привычный распорядок дня. Эвелин обнаружила, что просыпается раньше, готовит завтрак и следит за тем, чтобы Эми было удобно. Они делились домашними делами, и это казалось почти естественным. Их дни были заполнены разговорами, планированием появления ребенка и установлением нормальной жизни. Обе женщины начали испытывать чувство сопричастности, редкое утешение в их ранее неустроенной жизни. Эвелин сопровождала Эми на родовые осмотры, оказывая эмоциональную поддержку. Посещение врача было одновременно и познавательным, и нервным. Эвелин узнала о различных стадиях беременности и о том, чего им следует ожидать в ближайшие месяцы. Эми упомянула, как сильно она ценила присутствие Эвелин, благодаря которому все казалось менее пугающим. Встречи стали рутиной, которая сблизила их и укрепила их связь. Эвелин осознала, насколько она заинтересована в благополучии Эми. Они купили детские принадлежности и подготовили комнату для малыша. Часто ходили по магазинам, где было полно крошечной одежды, мягких одеял и очаровательных мягких игрушек. Эвелин любила выбирать вещи, представляя будущее, которое они строили вместе. Они покрасили детскую в нежно-желтый цвет и собрали кроватку. Каждое обновление комнаты делало предстоящий приезд более реальным. Приготовления были не только практичными, но и глубоко объединяющими для обоих. Эвелин обнаружила, что все больше проникается идеей снова завести семью. Дом, когда-то тихий и упорядоченный, постепенно наполнялся звуками и признаками жизни. Такие мелочи, как сервировка стола на двоих или общий смех за трапезой, стали значить очень много. Эвелин и не подозревала, как сильно ей не хватало кого-то, о ком она могла бы заботиться, с кем могла бы разделить свой дом и жизнь. Это согревало ее сердце. За время, проведенное вместе, Эвелин поделилась с Эми историями о своем брате. Она рассказала об их детстве, о проказах, в которые они попадали, и о мечтах, которые у него были. Эти истории вызывали смех, а иногда и слезы, но они также помогли Эми лучше понять своего отца. Эвелин испытала чувство катарсиса, делясь этими воспоминаниями, а Эми дорожила каждым кусочком жизни своего отца, чувствуя себя ближе к семье, которую она никогда не знала. Эми была рада узнать больше о семье, которую она никогда не знала. Каждая история, рассказанная Эвелин, была частью головоломки, которую она всегда мечтала сложить. Ей было приятно слышать о переживаниях и мечтах своего отца, и это заставляло ее чувствовать более глубокую связь с ним и Эвелин. Эми осознавала, как много она упустила, но в то же время чувствовала благодарность за вновь обретенную связь со своей тетей. Эвелин начала испытывать удовлетворение от того,
что помогает Эми. Она не ожидала такого поворота в своей жизни, но это принесло ей радость, которой она не испытывала уже много лет. Ежедневная рутина, приготовление и моменты, проведенные вместе, заставили ее почувствовать себя живой и нужной. Эвелин поняла, что, взяв Эми к себе, она не просто поступила правильно, но и обрела новую цель и новый вид счастья. Они вместе сталкивались с трудностями, от финансовых трудностей до подготовки к родам Эми. Были трудные моменты, например, при составлении бюджета на детские принадлежности и визиты к врачу, когда Эвелин приходилось напрягать все свои ресурсы. Тем не менее, они справлялись с каждым препятствием как команда, находя решения и поддерживая друг друга. Эвелин научилась полагаться на помощь своих друзей, а Эми почувствовала, что становится сильнее, понимая, что она не одинока. Каждое испытание только укрепляло их связь. Друзья Эвелин заметили перемены в ее жизни и выразили свою поддержку. Они восхищались ее готовностью открыть Эми свой дом и сердце. Независимо от того, предлагали ли они помощь с детскими принадлежностями или просто выслушивали ее, они старались, чтобы Эвелин знала, что она не одинока. Их поддержка много значила для Эвелин, укрепляя ее веру в то, что она на правильном пути. Система поддержки расширилась, и Эвелин и Эми почувствовали, что о них заботятся. Эвелин и Эми провели много времени вместе, сблизившись за совместными трапезами, просмотрами фильмов и долгими беседами. Они смеялись над комедийными фильмами и вместе плакали во время душевных драм. Они вместе готовили блюда, экспериментируя с новыми рецептами и наслаждаясь вкусом своих творений. Благодаря этим простым, но значимым занятиям они стали больше, чем просто знакомыми. Они стали настоящей семьей, находя утешение и дружеское общение в присутствии друг друга в этот переломный период своей жизни. По мере приближения срока родов Эми обе женщины чувствовали, как атмосфера наполняется тревогой и волнением. Эвелин старалась окружить Эми благоприятной обстановкой, даже посещала вместе занятия по подготовке к родам. Они часами читали о родах и готовились к неожиданностям. Их предвкушение было ощутимым. Каждый день, приближающий рождение ребенка, приносил новые уровни готовности и нервозности, а также сильное чувство готовности к предстоящему совместному путешествию. Эвелин и Эми сели за стол переговоров, чтобы обсудить подробные планы на роды и свое будущее. Они наметили все, начиная от маршрутов в больнице и заканчивая послеродовым уходом. Они также провели мозговой штурм по поводу имен для детей и обсудили, какую детскую они хотели бы создать. Эти беседы помогли укрепить их партнерские отношения, благодаря чему они оба почувствовали себя более подготовленными к грандиозному событию, которое должно было навсегда изменить их жизни. Заполняя свои дни напряженными, но значимыми делами, Эвелин обрела новые силы в своей роли воспитателя и гида. Она взяла на себя ответственность за материально-техническое обеспечение и стала источником эмоциональной поддержки. Она поняла, что способна выполнять больше обязанностей, чем когда-либо считала возможным. Этот опыт вновь разжег в ней огонь, показав, что иногда жизнь преподносит неожиданные, но приносящие глубокое удовлетворение роли, превращая обычные дни в нечто экстраординарное благодаря вызовам, которые они с собой приносят. Эми почувствовала глубокое утешение, зная, что она не одинока в этом путешествии. Она испытывала огромную благодарность за неизменную поддержку Эвелин, которая давала ей силы встречать каждый день. Присутствие Эвелин значило для нее очень многое, поскольку ей не пришлось в одиночку справляться с предстоящим материнством. Дружеские отношения между ними обеспечивали Эми не только физическую поддержку, но и эмоциональную стабильность, укрепляя ее в трудностях,
связанных с приближением к новой роли матери. День родов для Эми наступил довольно неожиданно. Первые признаки схваток Эми почувствовала ранним утром. На мгновение ее охватила паника, но Эвелин быстро взяла себя в руки, схватив больничную сумку, которую они собрали несколько недель назад. Когда они бросились к машине, адреналин бурлил в их жилах. Эвелин взглянула на Эми и ободряюще улыбнулась, зная, что кульминация их путешествия близка и что они готовы встретить ее вместе. Эвелин поспешно отвезла Эми в больницу, чувствуя прилив защитных инстинктов. Она оставалась рядом с Эми в течение долгих часов родов, держа ее за руку и подбадривая словами. В больничной палате царила оживленная жизнь, но Эвелин оставалась сосредоточенной на Эми, наставляя ее во время каждой схватки. Несмотря на напряженность, присутствие Эвелин было успокаивающим фактором. Ее приверженность поддержке Эми никогда не ослабевала в эти критические, трудные часы. Эми наконец-то родила здоровую девочку, и Эвелин была рядом, держа ее за руку. Казалось, комната замерла в благоговении, когда воздух наполнился первыми криками новорожденной. Эвелин почувствовала, как ее переполняет радость, когда она увидела крошечную новую жизнь, которую они так долго ждали. Она поняла, что этот момент ознаменовал начало новой жизни не только для ребенка, но и для нее самой и Эми. Эвелин почувствовала огромную радость и целеустремленность в тот самый момент, когда ребенок сделал свой первый вдох. Она никогда не предполагала, что ее жизнь примет такой неожиданный оборот, но вот она здесь, в центре важного события. Держа на руках новорожденного ребенка, Эвелин испытала неописуемую радость и чувство удовлетворения, которые стоили всего путешествия. Это был момент чистых эмоций и обретенной цели. Они привезли малыша домой, что ознаменовало начало новой главы в их жизни. Когда-то тихий дом теперь оглашался звуками новорожденного, наполняя их дни ярким, прекрасным хасом. Эвелин и Эми, которые теперь были связаны крепче, чем когда-либо, с радостью принимали маленькие радости и трудности, связанные с воспитанием новорожденного. Их дни были наполнены сменой подгузников, полуночными кормлениями и нежными моментами, которые удивительным и непредвиденным образом изменили их жизнь. Эвелин взяла на себя роль заботливого опекуна Эми и ребенка. Она с новой энергией выполняла ночные кормления, меняла подгузники и посещала врача. Дом Эвелин превратился в теплую гавань, наполненную тихими колыбельными. Несмотря на бессонные ночи и неустанные дни, она обрела более глубокую цель. Ее рука была рядом с Эми в решении каждого волнующего вопроса, заботясь о том, чтобы и мать, и ребенок были в безопасности и окружены заботой. Дни и ночи были заполнены заботами о новорожденном. Постоянная потребность во внимании и заботе означала, что Эвелин и Эми почти не отдыхали. Они работали посменно, заботясь о том, чтобы малыш никогда не испытывал недостатка в комфорте и заботе. Рутина была тяжелой, с приступами плача, расписаниями кормлений и бесчисленными сменами подгузников. И все же, несмотря на эти изнурительные занятия, им удавалось поддерживать настроение друг друга. Несмотря на трудности, между Эвелин, Эми и малышкой установилась крепкая связь. Они находили радость в простых действиях, сонной улыбке, крошечных ручках, сжимающих пальчики и мягком ворковании, которое наполняло дом. Эвелин восхищалась материнскими инстинктами Эми и все больше гордилась молодой матерью. Вместе они одерживали маленькие победы и преодолевали новые трудности, их связь укреплялась с каждым днем, создавая атмосферу любви для малыша. Эвелин удивлялась тому, как кардинально изменилась ее жизнь. Когда-то ее дом был мирным и тихоней, а теперь был полон активности и жизни. Она обожала беспорядок, шум и постоянное движение,
которые сопровождали появление в доме новорожденного. Эвелин почувствовала прилив сил от ежедневных забот и удивилась радости, которую принесла эта неожиданная семейная динамика. Жизнь приняла непредвиденный оборот, но он был полон счастья. Она поймала себя на том, что с нежностью думает о своем брате и о семье, которую он неожиданно оставил. Вспоминая о нем, Эвелин почувствовала глубокую связь с Эми и ребенком, осознав, что продолжает его дело. Несмотря на то, что его больше не было с ними, его присутствие ощущалось в любви и заботе, которые она проявляла к его дочери и внуку. Память о нем стала руководящей силой в новой роли Эвелин по уходу за детьми, что еще больше усилило ее приверженность делу. Эвелин и Эми вместе трудились над созданием уютного и любящего дома. Они оформили детскую в нежных постельных тонах, наполнили ее мягкими игрушками и постарались, чтобы это было уютное убежище. Каждое дополнение было свидетельством их преданности делу. Они также установили распорядок дня, который гармонично вписывался в их жизнь. Благодаря командной работе и взаимному уважению они добились того, что их дом стал местом уюта, безопасности и бесконечной любви. Малышка Грейс росла под их заботой и любовью. Ее хихиканье наполняло дом теплом, а любопытные глазки исследовали каждый уголок. С каждым днем Грейс становилась сильнее, узнавала что-то новое и достигала первых успехов. Эвелин и Эми восхищались ее успехами. Их упорный труд отражался на лучезарной улыбке Грейс и ее здоровом развитии. Вместе они радовались ее первым словам, первым шагам и прекрасному путешествию, наблюдая, как она процветает. Связь Эвелин и Эми стала еще крепче, когда они вместе стали матерями. Их партнерство строилось на доверии, взаимной поддержке и разделении обязанностей. Они консультировались друг с другом при принятии каждого важного решения, чтобы обеспечить Грейс наилучший уход. Это укрепило их отношения, превратив их в отличную команду. Каждое испытание, с которым они сталкивались и которое преодолевали, сближало их, укрепляя глубокую дружбу и нерушимые узы, которые обогащали их жизнь. Они отмечали важные события и бережно хранили эти маленькие моменты. Дни рождения, первые каникулы и даже самые обыденные повседневные дела становились особенными событиями. Эвелин и Эми радовались каждому смеху и каждому маленькому достижению. Они сделали бесчисленное количество фотографий, сохранив воспоминания, которые будут бережно хранить вечно. Каждая сказка на ночь, каждый игривый момент в парке и каждое купание, наполненное смехом, стали важной частью их путешествия, создав гобелен прекрасных воспоминаний. Эвелин обрела вновь обретенное чувство цели и удовлетворенности. Ее дни, когда-то предсказуемые и одинокие, теперь были наполнены полезной работой по воспитанию Грейс вместе с Эми. Она находила огромное удовлетворение в том, что помогала Грейс в ее ранние годы и поддерживала Эми на пути к материнству. Сердце Эвелин было переполнено, и она испытывала глубокую благодарность за неожиданные повороты, которые приняла ее жизнь. Теперь ее жизнь была богаче и насыщеннее, чем она когда-либо могла себе представить. Ее тихая, предсказуемая жизнь теперь была наполнена радостью и активностью. Эвелин просыпалась каждое утро с определенной целью, подгоняемая смехом и улыбками малышки Грейс. Их дом наполнился звуками игр и открытий. Простые будни превратились в незабываемые моменты, и вокруг царила постоянная атмосфера тепла и любви, делая каждый день немного ярче предыдущего. Со временем они образовали маленькую, сплоченную семью. Эвелин, Эми и малышка Грейс сблизились благодаря общему опыту и растущей привязанности друг к другу. Они разработали распорядок дня, который устраивал их всех, сочетая мудрость Эвелин и юношескую энергию Эми. Вместе они поддерживали друг друга бессонными ночами и радостными днями, став неунывающей, любящей командой. Их отношения укреплялись
создавая узы, которые казались нерушимыми. Эвелин попыталась наладить отношения с другими членами семьи, которые отдалились друг от друга, вдохновленная вновь обретенным чувством родства с Эми и Грейс. Она хотела наладить разорванные связи и возродить старые отношения. Используя телефонные звонки, письма и социальные сети, она начала тщательный процесс установления контакта. Каждое знакомство было похоже на шаг к созданию более полноценной семьи, наполненной возможностями для обмена историями, поддержки и единения. Она почувствовала желание восстановить и укрепить свои семейные связи. Счастье и самореализация, которые она обрела с Эми и Грейс, заставили ее осознать важность семейных уз. Старые обиды и недопонимания казались менее значимыми в свете ее нового опыта. Эвелин была движима надеждой, что воссоединение с дальними родственниками может привнести в их жизнь еще больше любви и поддержки, создав большую и сплоченную семью. Некоторые члены семьи были восприимчивы, в то время как другие колебались. Эвелин столкнулась с различными реакциями, когда обратилась к ним. Некоторые приветствовали возможность воссоединения, испытывая то же стремление к семейному единству. Другие отнеслись к этому с большей неохотой, опасаясь бередить старые раны. Эвелин оставалась терпеливой, понимая, что для устранения старых разногласий потребуется время. Ее стремление восстановить эти связи было непоколебимым, основанным на вере в силу семьи. Настойчивость Эвелин привела к постепенному принятию и возобновлению отношений. Благодаря постоянным усилиям и искренним разговорам ей удалось навести мосты, которые долгое время были заброшены. Некоторые отношения налаживались быстро, другие – медленно, но каждый успех придавал ей больше решимости. Ее настойчивость показала членам ее семьи, что она серьезно настроена на воссоединение, что привело к моментам прощения, понимания и восстановления чувства родства между ними всеми. Она организовывала семейные встречи, чтобы собрать всех вместе. Дом Эвелин стал центром встреч, наполненных смехом, совместными трапезами и душевными беседами. Эти встречи давали членам семьи возможность воссоединиться и создать новые воспоминания. Эвелин тщательно планировала каждое мероприятие, заботясь о том, чтобы каждый чувствовал себя желанным гостем и ценился по достоинству. Встречи были праздником единства, создавали атмосферу, в которой отношения могли процветать, а старые разногласия исчезать. Эти встречи стали временем исцеления и сближения для всех. Общие истории, семейные традиции и коллективный смех помогли преодолеть разногласия и соединить сердца. Каждое застолье и каждая беседа помогали растопить старые обиды и завязать новые дружеские отношения. Эвелин была свидетельницей того, как эти моменты единения приносили исцеление ее большой семье. Эти встречи вселяли чувство сопричастности и обновляли ощущение семьи, делая все усилия стоящими. Грейс стала любимым человеком в их семье, принося радость всем. Ее невинный смех и любознательный характер очаровывали всех, кто с ней встречался. Она была живым символом новых начинаний и силы семьи. Большая семья Эвелин обожала Грейс, находя в ней объединяющую силу, которая делала их новый старт еще более приятным. Малышка Грейс приносила свет, смех и любовь, укрепляя узы, которые Эвелин упорно пыталась восстановить. Однажды вечером Эвелин почувствовала прилив эмоций, когда подумала о своем брате. Сидя в тишине, она предалась воспоминаниям об их детстве и о тех годах, когда они не общались. Она почувствовала укол сожаления, смешанный с благодарностью к Эми и Грейс, которые вернули память о нем в ее жизнь. Эвелин понимала, что благодаря им часть ее брата продолжает жить, переплетая прошлое и настоящее прекрасным и неожиданным образом. Она вспомнила, как Эми впервые появилась на пороге ее дома, молодая девушка с полным животом ребенка и тяжелым сердцем от потери. Эвелин все еще видела нерешительность в глазах Эми,
ее нервную энергию, когда она позвонила в дверь. Из этого неуверенного начала началось невероятное путешествие. Трудно было поверить, как далеко они все продвинулись с того рокового дня. Размышляя о прошлом, Эвелин осознала, насколько они обе выросли. Когда-то незнакомые, они создали сильную связь, которая изменила их жизни. Эми стала способной и заботливой матерью, а Эвелин стала более открытой и готовой принимать сюрпризы жизни. Рост был обоюдным, каждый учился на сильных сторонах и опыте другого. Их совместное путешествие было отмечено стойкостью и вновь обретенной семьей. Она была благодарна за неожиданный поворот, который приняла ее жизнь. Если бы не появление Эми, она бы так и осталась в своей спокойной, предсказуемой рутине. Теперь ее дни были наполнены смехом, трудностями и семейным теплом. Каждое мгновение, проведенное с Эми и Грейс, приносило Эвелин огромную радость и удовлетворение. Груз прошлого, казалось, растаял, сменившись богатством их совместной жизни и растущими связями. Эвелин решила поделиться своими недавними впечатлениями со своими близкими подругами, пригласив их на неформальную встречу. Она приготовила простое, но душевное блюдо. Когда они сели за стол, Эвелин рассказала историю появления Эми и о том, как с тех пор переплелись их жизни. Группа внимательно слушала, на их лицах отражались удивление, восхищение и сопереживание. Рассказ об этой главе ее жизни принес ей чувство облегчения и радости. Ее друзья были тронуты историей о преображении и возникших в результате этого крепких семейных узах. Каждый из них смог ощутить эмоциональную тяжесть и красоту путешествия Эвелин с Эми и Грейс. Они удивлялись тому, как неожиданно жизнь может свести людей вместе, и тому, какие силы требуются, чтобы принять такие перемены. Это стало мощным напоминанием о важности связей, доброты и неожиданных поворотов, которые формируют нашу жизнь. Эвелин находила поддержку и ободрение в своем кругу общения. Ее друзья предлагали свою помощь, будь то посидеть с Грейс несколько часов или просто выслушать ее. Эта новообретенная сеть поддержки укрепила ее решимость и придала ей дополнительное чувство безопасности. Коллективная теплота и понимание ее друзей помогли Эвелин осознать, что она была не одинока в этом путешествии и что сообщество сыграло решающую роль в воспитании их семьи. Она продолжала думать о будущем, заботясь о своей новой семье. Каждый день приносил новые испытания и радости, будь то празднование юбилея Грейс или помощь Эми в преодолении трудностей молодого материнства. Эвелин продолжала поддерживать их, находя смысл в повседневной рутине и маленьких победах, которых они добивались вместе. Они построили жизнь, наполненную любовью, смехом и утешительной уверенностью в том, что они есть друг у друга. Эми начала получать дополнительное образование, чтобы обеспечить Грейс лучшее будущее. Вдохновленная поддержкой Эвелин, она записалась на вечерние занятия и посвятила себя учебе. Совмещать учебу в школе и материнство было непросто, но Эми была полна решимости. Неизменная поддержка Эвелин придавала ей сил двигаться вперед. Их дом стал местом учебы и роста, а учебники Эми и игрушки Грейс символизировали светлое будущее, полное возможностей. Эвелин была рядом с ней, поддерживая ее амбиции и цели. Она помогала Эми, давая ей время и возможность сосредоточиться на учебе. Вера Эвелин в Эми никогда не ослабевала, а ее практическая поддержка, от присмотра за детьми до ночных занятий, была неоценимой. Вместе они переживали взлеты и падения, радуясь каждому успеху Эми. Общая забота о будущем Эми укрепила их связь, сделав их семейные узы еще более прочными. Вместе они смотрели в будущее, наполненное любовью, развитием и семьей. Предстоящее путешествие, несомненно, было сопряжено с трудностями, но Эвелин, Эми и Грейс встретили его с едиными сердцами. Их совместный опыт соткал атмосферу стойкости,
понимания и безоговорочной поддержки. Они мечтали о предстоящих вехах, выпускных вечерах, днях рождения и новых приключениях и знали, что бы ни ждало их впереди, они справятся с этим вместе, как семья, связанная любовью и судьбой.